Вы на канале Иная Реальность. И с вами я, Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. Сегодня, в преддверии открытия врат Колесница с 15 по 30 июля, у нас прекрасный период, когда мы можем направить нашу энергию на осуществление желаемого, на материализацию наших планов. Поэтому сегодня 4 дракона помогают нам ответить на вопрос, в чем секрет вашего успеха. Понятно, что секрет часто не секрет, возможно, вы и так это знаете, но это то, что вас усилит, ускорит и, возможно, вдохновит. То есть данный расклад, возможно, вас вдохновит. В каком плане? То есть вы поймете, что я действую правильно, я правильно делаю. Либо наоборот, он вас слегка скорректирует. Для этого достаточно интуитивно правильно выбрать позицию. Выбирайте одну из 4, и мы полетели. Итак, в чем секрет вашего успеха? Перед раскладом пошла информация, что очень многие эзотерики, а мы с вами все эзотерики, путники, у них больше развиты высшие центры, высшие энергоцентры, высшие чакры, они раскрыты. Вот заземлиться, реализоваться в социуме, с этим бывает проблема. И сейчас очень многие ищут свою самореализацию, меняют сферу деятельности, уже бывает не раз меняют работу, место жительства сейчас очень многие меняют, а на новом месте, допустим, нет возможности работать по специальности. Но так или иначе служить людям можно через любую деятельность. Самое главное, чтобы вы знали, кто вы, для чего вы пришли на эту планету, в этот мир, в свой род, для чего вы пришли, и задачу на разных уровнях, да, чтобы вы осознавали свои задачи на разных уровнях. Помогает в этом матрица вашего предназначения. Я часто о ней говорю. Не могу не говорить, потому что действительно кристаллическое тело души помнит все, знает все. И если вас интересует эта информация, обращайтесь, мы составим эту матрицу и посмотрим и ресурсы, которые у вас есть, и дары, и таланты, и ваше предназначение, и многое-многое другое, вход потока изобилия, карму денег, и партнерские взаимоотношения, и здоровье, и многое-многое-многое другое. Но сегодня мы смотрим, в чем секрет вашего успеха. Возьмем обязательно психологическую колоду. Она так наглядненько показывает картиночками прямо. На многих картиночки имеют большое воздействие, поэтому я ее использую. Да, и, конечно же, если вы прокачанный пользователь, то вы знаете о пользе медитаций. У нас пройдет коллективная медитация во вратах Колесницы. Это будет 24 июля. Чтобы попасть на медитацию, пишите мне в личку. О том, как проходит медитация, вы можете прочесть под этим видео. И ссылочка там есть, врата, и вы пройдете и ознакомитесь. Ну, а уже детали в личку. Пишите в личку и присоединяйтесь. Так, и совет мы с вами возьмем. Угу. Так, и дадим вам вдохновляющий тотемчик все-таки. Кашу маслом не испортишь. Тотемчики очень вдохновляют. Так, теневую сторону, вот я подумала, брать ли нам что-то из тени. Возьмем. Позиции 4, поэтому можно успеть сказать понемногу обо всем. Возьмем, конечно, ваш дар, ваш талант, который
раскрывается. И возьмем послание высших сил, Таро звезд, наша любимая. Можете прямо себе приобрести, потому что читать это долго, каждую карту. А так у вас будет книжечка, и вы сможете сами прочесть, что вам выпало. Называется Таро звезд. Всем рекомендую. Многие девочки наши купили. Мудрые послания мне очень резонируют. Ну что, кажется, все. Итак, мы с вами начинаем. Екатерина, привет. Инна, Мила, Марите, Людмила, приветствую вас, мои родственные души. Рада вам, спасибо, что поддерживаете меня. И пока что то, что идет из потока, для всех. Я всем рекомендую смотреть сначала мои расклады, поскольку я не только по позициям говорю, но и сразу включаю вас в поток. Поэтому давайте смотреть, что для нас, для всех. У нас Тейвас. Ну, тут даже подписано «Воин в бою», даже если вы не знаете руны, видя такую руну Тейвас, уже ты понимаешь, насколько нужно быть смелым, храбрым, противостоять препятствиям и быть нацеленным на победу. Вообще Тейвас нас сейчас прямо стимулирует по колеснице двигаться вперед, невзирая ни на какие препятствия. Идти в свои страхи и блоки, тем более, что Эйвас – это как раз про кардинальное решение. Решение, которое никто не примет, только вы можете принять его. И это не про то, что обстоятельства ставят вас в какую-то неприятную ситуацию, из которой вы выходите победителем. Нет. Вы сами создаете для себя ситуацию, из которой выходите победителем. Вы сами ставите перед собой расширяющие задачи. Естественно, что создать самому себе задачу, которая потребует от вас отваги и мужества, способен не каждый. И именно энергия Колесничего сейчас способствует этому. Поэтому не каждый день у нас есть такой вот азарт, можно сказать, усложнить себе жизнь. Но это во имя созидания себя нового, в новом качестве. Тем более, что здесь у нас 15-й аркан Дьявол, который всегда нам так напоминает. С одной стороны, это наши учителя, работают через 15-й аркан допотопной цивилизации, а с другой стороны испытатели. Ну, с одной или с другой, но так или иначе, канал один. По этому каналу к нам идут и мудрость, и испытания. И 15-й аркан говорит о том, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Но вырваться из плена каких-то страхов, созависимостей, лени, ну и тому подобных всяких вещей бывает непросто. И чем у вас выше миссия, тем толще цепь, да, вот, на которую вы прикованы. То есть так задумано, так задумано. То есть ты не почувствуешь свою силу, если не применишь эту силу, да. Вот в данном случае применяйте вашу силу, убирайте ваши блоки, страхи и зависимости. Так, что у нас еще? Из психологического таро, вернее, это не таро, колода психологическая. Так, страх перед недостатками. Это про перфекционизм, да, то есть когда мы не показываем истинную суть своей души, себя истинного, поскольку уверены абсолютно, что что-то страшное выйдет изнутри, что-то ужасное. Тут прям скелет в шкафу какой-то вот показан. Мы абсолютно уверены, что нас никто не примет вот в таком качестве, что это нечто, оно недостойно, скажем, глаз вот других людей. Это надо скрывать. И вот очень многие прячут что-то в себе внутри. Почему? В абсолютной уверенности они хотят стать лучше, ну, казаться лучше. Казаться лучше. Но стать лучше мы можем только проявившись. Поэтому вы можете казаться всю жизнь человеком довольно ответственным, довольно уверенным в себе. Вы можете казаться человеком волевым, но по сути быть ромашкой беззащитной. И пока вы эту ромашку беззащитную себя не достанете, не явите миру,
вы и не сможете превратиться по-настоящему в харизматичную личность, в лидера. Поэтому давайте раскрываемся. У нас сейчас все энергии к этому. Здесь у нас дар вышел на обороте, дар порядок. Вот хочется заземлить вас всех сейчас и сказать: слушайте, давайте успокоимся, приведем в порядок вообще себя, мысли, чувства, действия, и понимать, что только планомерные, целенаправленные и структурированные действия связываете, то есть вы связываете дух, душа и тело. Они должны двигаться в едином ритме, в едином темпе, еще и с ритмами природы. То есть всему свое время. Сейчас время действовать, и давайте действовать. Сейчас наилучший период для прорыва. Давайте использовать его. Для этого поймите, что ваши мысли и чувства должны быть абсолютно упорядочены. Здесь вот у меня император, рвущий цепи, тоже намекает нам, что пора вырваться, да. Что у нас тут из теней? The returning. Ну, возвращение в прошлое некое. То есть для того, чтобы пойти вперед, мы как будто бы такой прощальный взгляд бросаем в прошлое. И это такая вот типа 8 чаш. То есть, но все-таки пойду. То есть здесь нужно, конечно, недолго ностальгировать, а все-таки смотреть в будущее, потому что из теней идет соблазн вернуться в прошлое. По совету нам всем идет с вами императрица. Здесь мне нравится комментарий. Неизвестный управляет нами, а познанным управляем мы. Изобилие, владение и созидание. Итак, что вами управляет? Неизведанное. Да? А познанным управляете вы. То есть давайте прольем свет туда, куда мы еще не ходили, расширим, да, наши пределы, наши возможности, попробуем то, что еще не пробовали, и тогда мы сможем этим управлять, тогда мы сможем этим пользоваться, тогда это станет частью нашей жизни. Давайте прольем свет. Здесь прям 9-й аркан, который проливает свет. Помните, вот он идет с фонарем и проливает свет на нечто темное, непознанное и так далее. Тоже здесь фонит эта энергетика, и у нас идет хранитель. Космический предок намерение поддерживает свет. Ну вот смотрите, опять про свет, опять про наши намерения, про наш выбор, про то, что вот космический предок, я уже упомянула допотопную цивилизацию по 15-му аркану, действительно идут космические предки наши. И все-таки я вам хочу сказать, что они ждут от нас конструктивных действий. Они ждут того, что мы все-таки что-то сделаем для того, чтобы поддержать свет. Войдем в этот портал, вспомним, кто мы. И, как я часто говорю эту фразу, поверьте в себя так, как верят в вас ваши учителя. И этого будет достаточно. То есть в нас верят и ждут, когда же мы поддержим своими намерениями свет. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Иная реальность», которая работает для вас, для путников. И мы полетели. Тайм-код, первая позиция. И вы у нас дракон Земли. Прямо на первом месте у нас Земля, хочется заземлиться. Вы знаете, пришло время, видимо, действительно что-то создавать практическое, реальное, то, что можно пощупать. Вот у вас дракон Земли и задача создавать что-то фундаментальное, что-то такое, знаете, на века. То есть я часто говорю о том, что кто-то создает красивые фейерверки, да, а кто-то строит какие-то фантастические сооружения, дома, здания, которые стоят, а бывает не сотню, да, а 1000 лет, как пирамиды, да, тысячи лет. Вот что-то нетленное, что-то, что, как вот туз пентаклей, наследие, какое-то наследие, которое вам пора передавать. Вот по дракону Земли хватит держать это в себе, хватит накапливать, давайте уже отдавать. И вам есть что отдавать. Да, лагус у вас. Так, буду убирать я все-таки. Мне неудобно.
буду убирать, потому что неудобно. Так, Лагус. И Перт. Ой, ну тут больше всего, смотрите, у вас идет раскрытие парапсихологического дара, и тут действительно, кстати, у вас это передано от предков, из прошлых воплощений, накоплено. Это не просто накопление этой жизни, да? Вы пришли, такой вот интересная у вас натура, и вам дается лагус как руна коммуникации. То есть раскрывайтесь в коммуникации, идите куда-то в общение. И по перт раскрывайтесь именно истинную суть, потайную, скрытую, парапсихологические какие-то способности, тайные знания. Здесь как будто вот тайное становится явным. И это очень сильно меняет вас и вашу жизнь, потому что перт это когда вы раскрываетесь, вы абсолютно меняете стратегию вашего успеха. Поэтому ваш успех в раскрытии ваших парапсихологических способностей, которых вы, скорее всего, стеснялись, что ли, блокировали или не верили в них. В любом случае уже пора. Да, аркан звезда. Ну, тут предназначение у вас. У вас, скорее всего, просто такая миссия. Поэтому, ну, пренебрегать звездой нельзя. Вот сейчас ваш звездный час. Это ваш вообще звездный период, звездный год. А сейчас прямо вот самое звездное время. То есть в любой момент, когда вы слушаете этот расклад, прислушайтесь к учителям, приступайте к выполнению своей миссии. Угу. И смотрите, дар искренности. Будь собой. Это единственный рецепт, да? Ваша победа в том, чтобы быть собой, быть искренним. И если вам тяжело раскрываться, если вы не верите в себя, проявите вот себя таким, какой вы есть, неуверенным, но все равно проявитесь. Не обязательно, тут как раз вот без масок. То есть если вы волнуетесь, покажите ваше волнение. Вы не уверены, скажите о нем. Если вы первый раз выходите в прямой эфир, скажите: я впервые в прямом эфире, я волнуюсь. Это сразу снимает, да, волнение. Любой психолог вам об этом скажет. То есть ваш конек – это ваша искренность. Когда человек искренний, то к нему такое же отношение. Ему прощается очень много. Его принимают таким, какой он есть. Главное, чтобы вы себя принимали. Ну вот он и 9-й аркан отшельник, как совет, как раз поиск своего «я». Ух, у вас же тотем кошка, как же я его не положила. Слушайте, кошка и перт, вы точно владеете какими-то эзотерическими знаниями, тем более у вас еще и как совет идет 9-й аркан отшельник. Вы в соединении сейчас с собой, или идете к нему, да, или соединились, но я вижу, что вам пора уже открываться. То есть такое вот впечатление, что вот докопались, вы долго копались. The Hope из тени. Что тут у нас за дар? Практическое применение, а я что говорю? А я что говорю? Тут сразу было видно. Так, а здесь у нас дети солнца, внутренний ребенок, нежность, невинность, редкий дар. Редкий дар, да. То есть вы поколение, новое поколение на планете Земля. Вы относитесь к тому поколению, которое сейчас засеет планету новыми кодами. Кодами не выживания, да, а кодами творчества, кодами любви. И вы проливаете свет вот на эти темные участки. Вот вы делитесь тайными знаниями. Я думаю, что вот пришел просто момент, звездный час, когда вот вы долго скрывали что-то, а сейчас я не знаю, какими словами вдохновить, но, пожалуйста, ваш рецепт, да, вашего успеха – это просто быть собой и отдавать то, чем вы владеете. А вы владеете очень многим. У вас могут быть универсальные знания. Вообще здесь много способностей как хранителя знаний, так и учителя. Но здесь есть такие арканы, вот как 9-й, 17-й. В них есть некая, знаете, такая история про то, что такие люди бывают не очень разговорчивые.
Если это про вас, если вы не очень разговорчивы, тем более у вас дракон Земли, такие люди говорят обычно немного, то вам прямо положено, показано, скажем так, по девятому аркану обучаться. То есть прямо обучаетесь, потому что голос ваш инструмент. Вам надо доносить эти знания, и вам нужно практически применять. То есть это могут быть какие-то и телесные практики, и магические какие-то. В общем, любые инструменты ищите, потому что девятый аркан — это практики. Они не изучают что-нибудь там на всякий случай, они учат только то, что будет служить обязательно им в будущем. Поэтому не делайте резких бросков, знаете, заячью тропу никакую не стройте, выберите спокойно свой курс, свою миссию, осознайте себя и подключите все необходимые инструменты для вашей самореализации. Так что я думаю, что вы осознали, в чем изюм, да, в чем успех. Успех в том, чтобы найти себя и проявить себя по полной, в практическом обязательно применении. Помните, что вы новое поколение людей, и у вас обязательно получится быть лидером для других. Но это такая вот история про то, что не про лидера, который, знаете, такой харизматичный, а здесь больше про, знаете, такую детскость, искренность, любовь к людям. Вы завоевываете мир любовью, искренностью, какой-то, ну вот просто тем, что вы есть. И вот непосредственностью какой-то. Ну вот услышьте меня, да? И выходите из вот этой вот закрытости. И самое главное, вот эта концепция «меня не поймут». Я что-то такое говорю очень... Это так сложно, это так... Нет, люди готовы. То есть вам показывают, время пришло. Не думайте об этом. Люди просыпаются с каждым днем, и у вас есть работа. Засучите рукава и действуйте. И тотемчик вам, кошечка, очень магическая вот такая кошечка тоже. Они же королевы перехода между мирами, хранительницы тайных знаний, тоже кошечки. Ну, я думаю, вас вдохновила достаточно, постаралась задержаться на вас насколько возможно дольше, чтобы вы побыли в потоке ваших учителей. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь. Тайм-код и наша следующая позиция. Смотрим. Дракон воздуха. Ой, дракон воды. Так, дракон воды. Турисас и Кана. Секрет вашего успеха. Ну, здесь прямо вот я вижу страхи, блоки, вообще нестабильная, как сказать, ну, как дракон воды, эмоционально, волнительно и прячемся, да, то мы вспыхиваем, то мы прячемся, то мы раскрываемся, то мы закрываемся, вот эти вот эмоциональные качели. Для вас самое главное, знаете, вот вы тратите силу на стабилизацию, скажем, вот ваших эмоций, а вам нужно научить их проявлять. Но вам страшно проявлять свои эмоции. У вас есть ощущение, как будто бы если я... Ну, тут будет гнев, тут будет непринятие, тут будет что-то такое, что люди не примут, не поймут. То есть мы же сейчас говорим про секрет вашего успеха, да? Но мне вам хочется сказать, вам нужно пройти очищение эмоций. Вам нужно пройти через вот это состояние, а что будет, если я правду скажу то, что думаю, или то, как чувствую, что будет. Но пока вы не попробуете это сказать, вы не узнаете. Вот вам надо раскрыть свою эмоциональность. Да, тут запрет десятка мечей ментально. Вы не показываете, как вам плохо, как вам больно, насколько вы... Вот закрывать глаза на промахи, перфекционизм. Но вы хотите показать лучшую сторону себя.
лучшую сторону. И вот сразу у меня здесь какой-то вот запрет на, ну, допустим, нельзя ошибиться. Вот, допустим, вы боитесь сказать что-то не так, сделать что-то не так. Но в большей степени я чувствую сказать что-то не так. Так, у вас тотемчик тюлень. Тюлень. Ну, тюлень, вы знаете, он тоже водный, но вот этот холеный, замечательный тюлень – это само спокойствие. В Багдаде все спокойно, говорит вам этот тюлень. То есть у него и жирка достаточно, и рыбка водится, и как бы чего волноваться, куда бежать, да. То есть вот здесь все про то, что вы можете быть и достаточно, тут видите, сочетание двух энергий, и земля, и вода. То есть дайте себе приземлиться, дайте себе успокоиться, дайте себе укорениться. У вас очень волнительное состояние. Да, the speaker of the truth, говорящий правду. Это из тени. То есть вот сказать истинное положение вещей, тут идет запрет. Вот сказать от сердца, все, что накипело, у вас наболело. Какое отношение это имеет к вашему успеху, я вам скажу. Здесь нужно просто очистить каналы. Когда вы выговариваетесь, когда вы показываете, выражаете свои эмоции, вам не просто станет легче психологически. Это-то к нашему раскладу отношения сейчас не имеет. У вас реально очистятся энергоцентры и каналы, по которым течет энергия. У вас появятся силы. У вас для броска, для рывка нет сил, потому что все силы идут на сдерживание эмоций. Представляете? Поэтому, с одной стороны, я понимаю, что когда вы начнете проявляться, это может вызывать определенную реакцию в вашем окружении, ответную. Но вот ради того, чтобы потом все-таки принять себя и быть принятыми в социуме, вам нужно научиться быть правдивым. Вот как я думаю, так и говорю. Вот как я чувствую, так я и говорю. Вот это ваш успех. Вот в этом ваш успех. Яснослышание у вас открывается, дар, кстати, тоже. Когда вы говорите правду, когда вы правдиво проявляетесь от сердца, то у вас раскрывается яснослышание, а это тоже ведь канал истины, да? Канал истины. И он, кстати, открывается у нас, начиная с волевого и кульминирует в горловом энергоцентре. То есть здесь с волевым энергоцентром тоже поработайте. Центр воли, вашей харизмы, да? Проявляйтесь открыто. Что у нас здесь в совете? Верховный жрец, да. Защита, традиция и опыт. Ищите тех, кто поможет, научит и поддержит. В большей степени я чувствую, что вам нужна помощь психологическая по этой позиции. Если вам не нужна, то просто другую позицию, пожалуйста, выбирайте. И знаете, здесь идет такая информация. Вы на самом деле учитель. Вы то, что сейчас вот на себе переживаете, вы, собственно, потом сможете передавать людям и многим поможете. Многим поможете, потому что у вас есть дар на самом деле, вот по верховному жрецу быть учителем, быть духовным подвижником, наставником. Итак, ваш успех. Убираем перфекционизм, отношение к себе слишком, знаете, все должно быть идеально. Убираем. Это где-то там из детской истории, когда родители там что-то от вас хотели, ожидания их вы не оправдали, и где-то там остался шрамик на сердце. Сейчас это не имеет значения, но эта программа работает. Сейчас уже родители от вас, возможно, ничего не требуют, но вы сами требуете от себя чего-то идеального, чего-то выверенного. И вот пока у вас не будет идеально, вы не начинаете ничего делать, вы не начинаете раскрываться. Вы сидите там, где вы сидите, глубоко в своей вот эмоциональной такой вот истории. Информация вам идет, но вы не решаетесь ее отдавать. Вот вам нужно открывать рот по верховному жрецу
и передавать все, что идет от сердца, без какого-то, знаете, состояния, что не поймут, не услышат, не то сказал, откуда я знаю. Здесь еще, знаете, про лжеучение. Вообще ваша фишка – это ложь и правда. Вот уловите, про что я сейчас говорю. Вам очень важно выйти на тропу, где вы говорите истину, правду. Но для этого нужно принять себя и Бога в себе, и тогда вы сможете вот, и не ожидать ничего, да, от этого потока. Потому что меня даже спрашивают часто, а что будет, когда откроются у меня парапсихологические способности? Что я увижу? Это даже интересно. Откуда я знаю, что вы увидите? Но у вас явно есть намек на раскрытие ясновидения, яснослышания и ченнелинг. Здесь все это есть. Все это есть. Так, а какой совет? Ага, я помню путь. Да, путь души, судьба и предназначение. Я помню. Так, вспомнить себя. Смотрите, как интересно. Здесь тоже про то, что у вас есть такая вот, как сказать, звездная память. Звездная память. И вы сюда пришли вот эту всю информацию отдавать, передавать. Тут вот очень интересно работает ваш канал. Но он должен как-то работать. Вот у меня по вам идет какая-то история, что вам не стоит. Вы живете, короче говоря, в голове. У вас состояние, вы живете в уме, в голове, а вам нужно спуститься на уровень сердца. Откройте именно свое сердце. И говорите не интеллектуально, не от ума, а от сердца. Вот это вот ваша фишка. Но знаете, вам придется выйти из состояния, вот здесь какое-то, знаете, привязанность к эгрегорам, концепциям, каким-то суждениям других людей. Вот здесь прямо это, вот все нужно это убирать. Убирать. И вы будете в ресурсе. Вот смотрите, как только вы выдернете из себя вот эти 10 мечей, вот эти концепции, что так, что не так, что правильно, что неправильно, ну это прямо, знаете, тут много чего может быть, у каждого что-то свое. Но ваши мысли, ваши скакуны вас реально разрушают энергетически. Давайте еще совет для вас возьму, дополнительную карту. Луна. У вас гиперчувствительность, сверхчувствительность, и у вас, понимаете, это ваш дар, это ваша составляющая, дар. Она нуждается просто в, как вам сказать сейчас, чтобы меня поняли. Когда раскрываются сверхспособности, возникает некая такая зона турбулентности. Человек абсолютно теряется. Вот у меня сейчас полностью состояние, что вы абсолютно потеряны, и вы чувствуете свой талант, вы чувствуете свой дар, но вы не понимаете, ну вот, и что мне с этим делать? Разве за это платят? Я думаю, что если вы примете себя таким, какой вы есть, то вы оглянетесь вокруг и увидите, что огромное количество пробужденных сейчас людей благополучно и процветающе живут. То есть вот эти концепции ваши, это убеждения старые, давние, что я себя не прокормлю практически. То есть если я уйду полностью в парапсихологию, да, если я начну применять свой дар, вот ясновидение, яснослышание и так далее. Если я начну всем говорить об этом, если я покажу себя таким, какой я есть, то я буду просто смешон.
Наоборот, я буду выброшен из социума и абсолютно потеряю, ну, какую-то связь, да, с 3D-реальностью. Нет. А ваш успех все-таки это выход из концепции социума. Вот как интересно. У вас такой путь. Путь по второй позиции, ну, такой. Вам еще нужно пройти, прошагать немало для того, чтобы, возможно, вы до конца услышали, о чем я говорю. То есть вы где-то 2/3 пути прошли, вам еще треть надо прошагать для того, чтобы услышать меня. Ну а если уже достучалась, то буду только рада. И пересмотрите еще раз, у вас позиция очень интересная. В общем, истинно в тебе, можно сказать про вас. Ну что, подписочка, лайки, комментарии и тайм-код. Третья позиция. Это у нас дракон воздуха, Адал и Беркана. Да, это про то, чтобы ваш широкий, масштабный такой вот интеллект приземлился на землю и воплотился во что-то, ну вот буквально в 3D-материю, в товары, в услуги, в что-то, что можно пощупать и продать. Вот это вот про это. Масштабная вы личность, широко вы мыслите, но вам нужно сфокусироваться на уже форме. То есть вы прекрасно себя чувствуете в информации, да, вот пока вы собираете информацию, пока вы чувствуете этот размах, вот как это могло бы быть, у вас есть 1000 идей, но сейчас вам говорят, ваш успех в том, чтобы найти, либо вы найдете людей, непосредственно инвесторов каких-то, да, ну, в общем, вам нужно инвесторы, либо вы сами уже что-то создаете, инвестируете, вкладываете и запускаете проект. Хорошие перспективы у вас, между прочим, по Адал и Беркана. На создание материи сейчас идет энергия. Так, 10 чаш. Семейная клятва. Для тех, у кого есть созависимые отношения, и кто понимает, что на воплощение какой-то идеи нет просто ресурса, эмоционального ресурса, и финансового, и физического, скорее всего, ресурса нет, то здесь про то, что посмотрите, пожалуйста, насколько вас наполняют ваши семейные взаимоотношения. Не обязательно с мужем, с женой, а это могут быть и родители, и дети, и так далее. Ваша семья. Такое впечатление, что испытатели прямо здесь, прямо рядом. Тут даже совет. Вы медведь, кстати, у вас тотем. Я вам тотемчик дам. Чтобы вы чувствовали в себе силу и энергию. Из тени у нас выходит The Joy of the Future, то есть наслаждайтесь, поиграйте в ваше будущее, то есть вы как бы залипли, да, но вы мечтаете когда-нибудь потом быть счастливыми, понимаете? Вот у вас из тени выходит, что, скорее всего, вы очень ресурсный человек, но думаете, вот я потерплю, сейчас пока отдам свой долг родным, ну, либо еще какие-то у вас есть обязательства, не обязательно семейные, может быть, у вас есть корпоративные обязательства, еще какие-то обязательства. В любом случае, вы откладываете жизнь на потом. Вот из тени вы на себе многое вывозите, понимаете, но откладываете на потом. У вас даже дар отдых, представляете? То есть научитесь отдыхать. По-моему, это чуждое для вас состояние, такое впечатление. Вы очень такой активный человек. И вот смотрите, 5 воды как совет. Зависимость, боль и разочарование. Только пройдя сквозь боль и отпустив ее, можно обрести свободу. Во что-то вы очень мощно эмоционально вложились. Что угодно, отношения, бизнес, семья, что-то вы строили, какую-то материю, возможно, создавали.
И сейчас, знаете как, за что боролись, на то и напоролись. Стали рабом этой реальности. Вот, поэтому ваш успех в том, чтобы обрести независимость. Вспомните, что вы дракон воздуха. Это про свободу. Несмотря на то, что вы очень сильный ресурсный человек, ваша победа в том, чтобы балансировать личное пространство, отдых, чередовать все-таки с самоотдачей, заботой о близких и о бизнесе. Вам нужно уметь балансировать в сторону отдыха. Вы, может быть, захотите даже вот куда-то вообще отдалиться на какое-то время, знаете, в такую изоляцию уйти. Слишком бурное у вас течение жизни. Вот смотрите, у вас портал, двери открываются, совершите выбор и награда. Хочется вам сказать, что только вы в этой ситуации решаете, оставаться вам в ней или выйти. У вас эмоциональная зависимость, поэтому услышите ли вы меня, вам может казаться, что обстоятельства превыше вас, что на самом деле я не могу выйти из этого всего. Это нереально. Но на самом деле это иллюзия, потому что если убрать эмоциональную зависимость от этой ситуации, окажется, что вообще-то никакой зависимости нет, и никому вы ничего не должны. Но здесь я вот чувствую, что вы строите чей-то дом, разрушая свой. Обратите внимание, это в таком, знаете, ключе, по-человечески сейчас говорю, как будто бы вы делаете очень много, и очень много хорошего, и очень много полезного, но удовольствие, счастье, скорее всего, получают другие, но не вы. У вас есть некое истощение уже на эту тему, а вы вообще-то человек-созидатель. То есть, в принципе, просмотрите ваше ближайшее окружение, освободитесь от каких-то лишних обязательств, лишних связей, лишних контактов, но тех, которые именно вас, ну, вам ничего не дают. Выйдите из всех отношений, из которых необходимо выйти. Вот. Это будет непросто порой. Не все связи легко оборвать и быстро можно это сделать, да, но хотя бы с чего-то начните и двигайтесь в направлении собирания себя, своей энергетики в кулак. Почувствуйте себя вот этим медведем, хозяином жизни, хозяином положения. И учтите, что на самом деле вы абсолютно свободны. Вам, как этому мишке, немножко полежать, отдохнуть, очухаться, и вы еще всем покажете, какой вы хозяин леса. Поэтому восстановите ваши силы. Энергия сейчас идет мощная, огненная. На этой энергии вы можете создать иную реальность для себя легко, абсолютно легко. И сделайте что-то сейчас именно для себя. Откройте для себя новый мир. Вот такая у вас какая-то история. Надеюсь, что срезонировала, и на эту позицию притянулись те люди, которым нужно вот это освобождение и отдых. И тогда уже в путь, тогда вперед. Ну что ж, это была у нас третья позиция. Подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки, комментарии жду ваши под этим видео. И мы с вами ставим тайм-код. И это четвертая позиция. Дракон огня. Угу. Так, пустая руна Вирт и Ансус. Ну, сразу приходят слова, вас ведут. Ну, а также здесь здесь так много всего по Ансус. Давайте я еще достану. Пятерка жезлов. Ну, дар помогать, да, да. Все-таки здесь у вас открывается, у вас такой активный период начинается, когда вы начинаете отдавать вот энергию людям.
Вот сейчас ваш успех в том, чтобы активно чему-то новому учиться. Чувствовать поток, чувствовать на все волю высших сил, действовать не от эго и не действовать слишком, не разбрасывайтесь, скажем, потому что огненная энергия — это энергия такая экспансии, она распространяется и предела практически не имеет. Здесь вот сконцентрируйтесь на чем-то таком, где вы будете полезны, где вы почувствуете, что вас ждут. Даже у меня какое-то, знаете, идет такое, что вы где-то очень нужны сейчас, то есть ваши руки, ваши силы где-то очень нужны сейчас, но вы где-то не там находитесь, то ли это местоположение не там, то ли просто вы туда еще мыслями, мозгами, да, не пришли, возможно, вы там, но не там. Что-то вы не осознаете. Сейчас посмотрим. Так, это потом. Так, что у нас тут еще? Тотемчик, да? Тотемчик для вас — это волк. Да, здесь все про передачу информации, обучение. Вот Ансус, проявленная энергия. Так, смотрим, что из тени. The Queen of Laughter, королева смеха. Тоже про... Смех — это тоже про речь. Такая идет информация. Вы, кто-то, буду так говорить, из вас сделает вот такой прыжок веры, начнет передавать какие-то знания, опять-таки открывается вот этот вот канал донесения информации, но у кого-то я не чувствую здесь открытого горлового центра. То есть как будто бы, знаете, вот как и сейчас у меня идет эта информация, как будто бы вот у вас это есть, но как будто вы этого не чувствуете. Вот здесь такое внутреннее сопротивление я чувствую этому. Ну хорошо, что у вас за дар? Самоизлечение, да, 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 да. Но здесь я бы обратила внимание на горловой. На горловой я бы обратила внимание. Что здесь у нас? Паш огня как совет, креативность, воображение, новаторство. Старые шаблоны уже не работают, придумайте нестандартный ход. Ну, это горловой, потому что, смотрите, у вас потенциал есть творческий, большой творческий потенциал. Но вот знаете как? Как его, куда его? Здесь все начинать нужно с самоизлечения. Вначале вот у вас нет ощущения, что я творческая личность. Это во-первых. У вас нет ощущения, что я могу доносить, вернее как, я могу доносить кому-то какие-то вещи, но, во-первых, кому они нужны, во-вторых, что доносить и где это делать и так далее. Тут какой-то вот разрыв, то есть как будто бы ваша реальность состоит из двух частей. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. И здесь у нас древние киты и касатки. Пусть все услышат вашу песню, звук и глубина. Я не исключаю, что у вас мощный потенциал доносить все-таки информацию, и вам нужно раскрывать горловой центр. Ну, что могу сказать? Медитации, связанные с раскрытием горлового, у меня есть на канале. Провожу личные погружения, то же самое. Ведем сейчас видеотренинг на раскрытие своего дара говорить, опять-таки. То есть на моем канале очень много мастеров, которые чувствуют в себе колоссальный потенциал помогать другим людям, но начинают с самоизлечения, самоисцеления. Как только вы исцелитесь, вы увидите, насколько ваш голос, он может быть и трансовый, он может быть и исцеляющий, гармонизирующий и так далее. То есть ваш голос, скорее всего, ваш инструмент. Это ваша фишка. Вот. Это ваша фишка. Но тут что-то прямо, знаете, как вот, ну вот как пробел какой-то я вижу. Практически пробел.
То ли вы никогда не работали со своим речевым аппаратом, может быть, по роду деятельности было не надо. Ну вот время пришло, понимаете? Сейчас самое время почувствовать мощь своего горлового энергоцентра. Да, и еще тут есть информация интересная. А, Вы тоже живете в голове, вы тоже живете интеллектом, и вы желаете каких-то быстрых и ощутимых результатов. И я бы вам рекомендовала, знаете как, в игру все превращать. То есть снизьте значимость того, что я сейчас вам сказала. Просто обратите внимание на то, что вам нужно раскрыть ваш творческий горловой энергоцентр. Его нужно почистить и раскрыть. И это возможно. Есть технологии, есть техники, то есть уже это вторая сторона. То есть как, это уже другая сторона. Захотите, сами найдете, как этим заняться, захотите, ко мне обратитесь, сконцентрируйтесь просто на задаче, занимайтесь горловым. Вот такая у нас пошла сегодня интересная информация. Ваш инструмент — это голос, занимайтесь им. Поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь. Я вас всех люблю, обнимаю нежно всем сердцем и душой. С вами была Иная, и мы всегда получаем то, чего желаем. До скорых встреч, мои дорогие друзья. Пока-пока.